Здорово! Смотрите внимательно. Прямо сейчас в моей правой руке вы видите один из лучших смартфонов этого года по соотношению цены, качества, характеристик и вообще всего. По крайней мере по версии людей, которые так считают. Это, дорогие мои, Redmi Note 10 Pro. Первым делом надо сказать, что Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro это совершенно разные смартфоны. Redmi Note 10 это олицетворение фразы «испанский стыд». Казалось бы, его сделала компания Xiaomi, но стыдно за него почему-то мне. Камера просто отвратительная, процессор позорно слабый, модуля NFC вообще нет, преимущество AMOLED экрана задушили прошивкой. Короче, скажем дружно, нахуй нужно. Если вам нужны подробности, тогда залетайте в предыдущий ролик. Хотя, если честно, это было мое худшее видео из всех, которые я когда-либо делал. Все дело в том, что мне вообще не хочется говорить об этом телефоне. Даже сейчас. Такую личную неприязнь испытываю к этому смартфону. Кушать не могу. А вот старший Redmi Note 10 версии Pro это уже совсем другой фасон. Да, чисто внешне смартфоны немного похожи. Примерно как Мэтт Дэймон и Гарик Бульдог Харламов. И примерно настолько же они на самом деле разные. Но сейчас я хочу вернуться к самому началу этого ролика. К тому моменту, где я сказал: один из лучших смартфонов этого года. Так вот, почему один из лучших? Если есть вариант еще круче, тогда огласите весь список, пожалуйста. И тут я сразу же делаю важную ремарку. На вкус и цвет все фломастеры разные. Кому-то подавай крутую камеру, а кому-то производительность. И если вы больше топите за камеру, тогда именно Redmi Note 10 Pro должен стать вашим осознанным выбором, с которым вы будете кайфовать по жизни. Ну а если вы за мощные ядрочистый изумруд, тогда есть возможность немного сэкономить и купить Poco X3 Pro. На своей основной работе в Android News я уже тестировал этот смартфон и скажу вам, что это просто пушка. А сейчас продолжаем разговоры за жизнь, за любовь, за Redmi Note 10 Pro, за родной двор, стреляю в упор и вот это вот все. Если говорить совсем коротко, то нефиг думать, надо брать. Shut up and take my money, потому что за $270 вы получаете шикарную камеру разрешением 108 мегапикселей с технологией Quad Bayer, которая стреляет получше твоего айфона. Крутой стереозвук из двух качественных мультимедийных динамиков, без всяких модных слов типа Harman, Kardon, Dolby Digital, Hi-Fi и прочих понтов для лохов, зато от самого популярного в мире бренда No Name Underground, а в качестве приятного бонуса отверстие под стандартный аудиоджек 3,5 мм. Смотрите. Вот это видели? Это настоящее закаленное стекло Gorilla Glass 5. Не пластик, как у некоторых флагманов за косарь баксов, да, Samsung? Нет, здесь подумали о том, что смартфон не должен ощущаться как кусок говна. Вибромоторчик линейный, приятный и офигенный. Твоя мама будет в восторге. Аккумулятор больше, чем на 5000 мАч. Это просто неприлично много. Таким размером можно хвастаться в душевой перед другими пацанами. И, конечно же, одна из самых главных и крутейших фишек — это Super AMOLED Full HD дисплей на 6,67 дюймов с частотой обновления 120 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10. И если вы сейчас не поняли ни единого слова, тогда вот эти уважаемые господа сейчас вам все объяснят. Обалденно, это просто шикарно. Я тебе дело говорю, это просто шикарно. Но Xiaomi не были бы мразями, если бы ничего не испортили. Специально для того, чтобы Redmi Note 10 Pro не мешал продажам других, более дорогих, мажорных моделей смартфонов, у него из прошивки вырезали DC Dimming и Always On Display. Сейчас вкратце на пальцах объясню, что это такое. DC Dimming — это очень полезная функция, которая незаметно снижает нагрузку на ваши глаза. Смотрите на камеру. Вот так тык и появился шим, а вот так тык и он стал меньше. Так вот, несмотря на то, что в настройках системы этой функции нет, уровень шима немного ниже ожидаемого. А значит, какой-то там китайский дырявый DC Dimming все-таки есть. Просто Xiaomi спрятали от нас его выключатель. Поэтому, если вы встретите владельца Redmi Note 10 Pro с красными глазами, значит он либо офигенный пловец,
либо пребывает в очень хорошем настроении. В любом случае, смартфон тут ни при чем. А вот функция Always On Display — это когда у вас даже на заблокированном экране постоянно отображается время, дата, уведомления, погода, размер члена и все в таком духе. В стандартных настройках системы Always On Display отсутствует, а если насильно включить его в настройках для разработчика, тогда он будет злостно жрать батарею в режиме 120 Гц. Короче говоря, прямо сейчас Always On Display здесь нет. И это обидно, потому что за $270 я мог бы купить 40 килограмм вкуснейшей шаурмы. Я считал, можете перепроверить. По производительности у смартфона полный порядок. Звезд с неба не хватает, верхом на пушечных ядрах не летает, но в самые популярные игры шпилить позволяет. Здесь установлен процессор Snapdragon 732, точно такой же, как у Poco X3, который я обозревал еще полгода назад. И вот сейчас по-любому кто-то начнет скулить, типа, ну хотелось бы мощнее, сейчас это уже впритык. А я вам вот что скажу. Господа, вы там не охуели случайно? Вам по шаровой цене предлагают флагманский дисплей, флагманскую камеру, флагманский стереозвук, флагманские материалы корпуса и реально неплохой процессор, который, между прочим, всякие отморозки типа Oppo и Vivo устанавливают свои дорогущие субфлагманы. И вам еще что-то не нравится? В общем, я считаю, что это просто неадекватная претензия. В конце концов, если вам нужна производительность, тогда подождите, скоро я выложу обзор Poco X3 Pro, у него с этим полный порядок. Ну а если вы совсем больной и ждете, когда появится смартфон, который во всем круче, чем флагманы, но при этом за 200 баксов, то сейчас я сэкономлю вам уйму времени. Просто поставьте дизлайк, выключайте это видео и можете возвращаться к тому, чем вы там обычно занимаетесь. Бить жену, голосовать за Единую Россию и вот это вот все. А сейчас совсем немного сложной информации. Мы будем смотреть на тротлинг. И если вы не шарите в теме, тогда вам повезло, потому что я мастер объяснять. Значит, смотрите, вот это ринг, вот это пинг, вот это кинг, вот это троллинг, а вот это тротлинг. Собственно, все. Объяснил, как умею. Смотри, не перепутай. Так вот, я включил 100 потоков на полчаса и ничего критичного не заметил. Все норм. То же самое в играх. Запускаем Shadowgun Legends на ультра настройках графики. FPS хоть и не до небес, но зато график абсолютно ровный, весь в одной плоскости, прямо как Натали Портман. Про камеру долго говорить не буду. Она тут классная и даже поздним вечером умеет делать неплохие фото, причем в автоматическом режиме. При съемке видео в 4К получаем сочную как персик детализированную картинку без стабилизации. А если стабилизация вам все-таки нужна, тогда выбирайте Full HD. Селфи-камера, кстати, тоже вполне приличная. Как видите, мне понравилось. А еще я уже попробовал установить сюда ту самую Google камеру, о которой я рассказывал в одном из предыдущих роликов. И она работает здесь шикарно. Вот это фото я сделал ночью, когда было уже капец как темно. Просто чтобы вы понимали, вот настолько темно. И надо сказать, что стоковое приложение тоже справилось неплохо, но Google камера все-таки лучше. Ссылку на самый лучший порт Google камеры я оставил в описании под видео, которое должно появиться у вас сейчас вот здесь вот в подсказке. Только не забудьте лайк поставить, потому что без этого ничего работать не будет. Ну и конечно же Redmi Note 10 Pro получил модуль NFC, и с его помощью можно оплачивать покупки в супермаркетах. А вот собственные доказательства. Пюрешечка быстрого приготовления со вкусом сливок. Свой царский ужин я оплатил смартфоном Redmi Note 10 Pro. Некоторые популярные блогеры говорят, что буквально в спину этой модели дышит смартфон Realme 8 Pro. Пластиковый корпус, дисплей 60 Гц, нет стереозвука, дешевый вибромоторчик, старый процессор. Короче, идет он нахуй вместе с блогерами, которые за него топят. Redmi Note 10 Pro настоящий топ за свои $270. Ссылку на надежного продавца, у которого я сам покупал смартфон, я оставлю в описании под видео. А на этом у меня все. Спасибо вам за то, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Пока!